Освобождение. Решимость иметь формируется свободной энергией намерения. Позволить себе иметь вам мешают две вещи. Первая – это разногласия между душой и разумом. Вторая – это избыточные потенциалы внутренней и внешней важности, которые занимают свободную энергию. Было бы ошибкой полагать, что решимость иметь – это просто обыкновенные мысли типа «хочу и буду». На самом деле, такие мысли должны быть наполнены энергией намерения, иначе это будет лишь обычное бормотание разума, и не более того. Само собой, мысли должны проистекать из единства души и разума. В противном случае модуляция энергии намерения не будет чистой. Если значительная часть свободной энергии занята избыточными потенциалами, намерение не будет иметь силы. Трудности с обретением решимости иметь подобны колебаниям, которые испытывает человек, впервые севший за руль двухколесного велосипеда. Человек знает, что это в принципе возможно, но он также знает, что у него сразу не получится. Он сомневается в своих способностях и в то же время переполнен желанием научиться. Разум человека стремится взять обучение под свой контроль, но не понимает, как надо действовать. Создаются сразу три избыточных потенциала сомнения: желание и контроль, которые отнимают энергию намерения. Разум пытается держать равновесие и так и эдак, но ничего не получается. Нет ни единства души и разума, ни свободной энергии. Но вот в какой-то момент контроль разума дает слабину, и тогда возникает единство души и разума в том, что нужно держать равновесие. В итоге все получается. Разум так и не понял, каким образом это делается. Но в том-то все и дело. Разум всегда думает о средствах, то есть как нужно действовать. Он устанавливает контроль и пробует различные варианты. Душа не думает, она просто безусловно готова иметь. Разум тоже готов иметь, но лишь при условии, это понятно и рационально. Разногласия между душой и разумом состоят лишь в том, что разум сомневается в реальности достижения цели. Как только хватка контроля ослабевает, ограничивающие условия разума пропадают, и вот тогда возникает единство души и разума. Разум с удивлением встает перед тем фактом, что его контроль не требуется. Все получается само собой. Впрочем, для него вполне достаточно наличия самого факта, даже если он толком не понимает, в чем тут дело. Равновесие просто держится, и все, поэтому разуму приходится с этим смириться. Он больше не будет навязывать свой контроль, поскольку убедился, что это не требуется. После небольшой практики исчезают остальные избыточные потенциалы, энергия намерения освобождается, и катание на велосипеде превращается из проблемы в удовольствие. Таким образом, для того, чтобы обрести решимость иметь, необходимо добиться единства души и разума и освободить энергию намерения от избыточных потенциалов. Единство души и разума достигается на пути к вашей цели через нужную дверь. Остается только определить свои подлинные устремления и вступить на этот путь. Сбросив с плеч бесполезный груз внутренней и внешней важности, вы освобождаете энергию намерения, движущую силу для перемещения в пространстве вариантов. А сохраняя в себе внутреннюю и внешнюю важность, тратите 99% энергии на поддержку избыточных потенциалов. Откуда тут взяться свободной энергии, если она вся задействована на потенциалы? Для того, чтобы отбросить важность, нужно действовать осознанно и отдавать себе отчет, чему вы придаете избыточно важное значение и что за этим следует. К сожалению, осознанно отказаться от важности на ментальном уровне не всегда удается. В таком случае остается одно – действовать. Энергия избыточного потенциала рассеивается в действии. Крутите в мыслях целевой слайд, выполняйте визуализацию процесса и спокойно переставляйте ноги в направлении к цели. Это и будет вашим действием. Как не бояться? Найти страховку. Самый труднопреодолимый избыточный потенциал – это страх. Вы не сможете заставить себя не бояться. Если что-то имеет для вас избыточно важное значение, от которого вы не можете отказаться, например, жизнь, карьера, дом, и если данные ценности находятся под угрозой, тогда единственный способ сбросить потенциал – это найти прикрытие, запасной вариант, обходной путь. Как не беспокоиться и не тревожиться?
Действовать. Потенциалы тревоги и беспокойства рассеиваются в действии. Бездеятельное беспокойство будет висеть до тех пор, пока вы не начнете активно действовать. Вид деятельности может даже не иметь отношения к предмету беспокойства. Достаточно чем-то себя занять, и вы сразу почувствуете, как беспокойство пошло на убыль. Как не желать? Смириться с возможным поражением и действовать. Данный потенциал устранить также трудно, поскольку вообще отказаться от желания достичь цели едва ли возможно. Однако если заранее смириться с поражением и найти запасные пути, тогда потенциал желания уравновешивается. В любом случае желание можно трансформировать в действие. Как вы знаете, желание – это то, что предшествует намерению. Когда желание переводится в намерение действовать, энергия потенциала рассеивается. Энергия желания идет на формирование намерения. Как не ожидать? Действовать. Этот потенциал рассеивается в действии по определению. Растворите желание и ожидание в действии. Как отказаться от своей значимости? Если вы правильно все поняли, данный вопрос должен вызвать у вас недоумение. Конечно же, трансерфинг предлагает не смириться со своей незначительностью, а принять свою значимость за аксиому. Трудность лишь в том, что ваш разум почувствует свою значимость только в случае, если будет соответствующее отношение со стороны окружающих. С учетом этого секрет повышения своей значимости настолько прост, насколько и действен. Требуется всего лишь отказаться от действий, направленных на повышение своей значимости. Понаблюдайте за собой, что вы делаете, когда защищаете свою значимость, требуете к себе внимания, уважения, доказываете свою правоту, обижаетесь, защищаетесь, оправдываетесь, вступаете в конфликт, проявляете высокомерие, пренебрежение, стремитесь быть первым, принизить чье-то достоинство, подчеркнуть чьи-то недостатки, выставить свои достоинства и так далее. Если постепенно сведете на нет все эти попытки повысить свою значимость, окружающие неосознанно это почувствуют. Поскольку вы не защищаете свою значимость, значит она и так на высоком уровне. Люди станут относиться к вам по-другому. Ощутив более почтительное к себе отношение, ваш разум сам признает свою значимость. Если сами признаете свою высокую значимость, окружающие сразу же согласятся, это абсолютно точно. Таким образом вы получите то, от чего отказались. Как не раздражаться? Играть с маятником, нарушая правила его игры. Искоренить привычку реагировать негативно на неприятную новость можно только таким способом. Как это делается, вы уже знаете. Нужно только вовремя вспомнить, что это игра, и весело нарушить ее правила, то есть прореагировать неадекватно. На приятную новость или обстоятельство нужно реагировать не лениво, а радостно, с подчеркнутым воодушевлением. Тогда вы будете транслировать излучение на волне удачи. Маятники подстраивают вам неприятности, чтобы вывести из равновесия и получить негативную энергию. Реагируя неадекватно, вы сбиваете маятник с ритма, и он остается ни с чем. Поиграйте в такую игру, это очень увлекательно. Как избавиться от чувства вины? Перестать оправдываться. Как я уже говорил, в зале суда вы держите себя сами. Сами выступаете в роли обвинителя, адвоката и подсудимого, а манипуляторы этим пользуются. Покиньте здание суда, вас никто не сможет задержать. Те, кто там по привычке собрался послушать процесс, посидят, да и разойдутся, поскольку подсудимого нет. Вот так постепенно ваше дело закроется. Никаким другим способом от чувства вины избавиться не удастся. Как справиться с обидой и возмущением? Вы не будете их испытывать, если избавитесь от чувства вины и примете свою значимость. Прекратите свою битву и двигайтесь по течению. Но может возникнуть ситуация, когда вы двигаетесь по течению, а кто-то вас хватает и пытается тянуть против. Как поступить в этом случае? Например, если вы умеете что-то делать, значит способны находить решение. А есть люди, которые умеют находить только проблемы. Они выискивают проблемы и с торжествующим видом преподносят их как свои достижения. Такие люди искренне убеждены в том, что другие просто обязаны предоставить в ответ свои решения. Так вот,
Если вы начинаете искать решения, вокруг вас собирается толпа бездельников. Первые критикуют, вторые выискивают новые проблемы, третьи дают советы, а четвертые командуют и требуют. Как ни стараетесь двигаться по течению, вам всячески мешают. Естественно, это вызывает обиду и возмущение. Что же делать, если не можете справиться с обидой и возмущением? Надо просто позволить себе эту слабость. Будет хуже, если вы начнете придавать избыточное значение самой необходимости держать важность на нуле. А на кого вы работаете? На дядю? В таком случае вам неизбежно и постоянно придется испытывать обиду и возмущение. Выходите на путь к своей цели, тогда со временем вы, если и будете работать, то только на себя. А до той поры позвольте себе иногда срываться и создавать избыточные потенциалы. Не принуждайте себя всегда выигрывать. Итак, вместо того, чтобы бороться со своими избыточными потенциалами, необходимо действовать в рамках очищенного намерения. А намерение очищается в процессе движения. Как видите, решимость иметь достигается не просто умозрительными упражнениями, а конкретными действиями. Начните хоть как-нибудь переставлять ноги в направлении к цели. Ваши действия приобретут эффективность в процессе движения. Решимость иметь проходит через 3 стадии. Первая стадия – это скованность, вызванная непривычностью ситуации. Неужели это все мне? Когда вы крутите в голове целевой слайд, вам не удается до конца свыкнуться с мыслью, что это возможно. Вторая стадия – это восторг, подобный ощущению невесомости. В какой-то момент вы почувствуете, как скованность пропала, вы приняли цель в зону своего комфорта и ощутили восторг от того, что цель вдруг показалась вполне реальной. Ощущение невесомости также имеет под собой вполне реальную основу. Эта энергия намерения освобождается от избыточных потенциалов. Вот ее-то вы и ощущаете. И, наконец, со временем решимость иметь переходит в 3-ю стадию обыденность. Вы постоянно крутите в мыслях целевой слайд, вживаетесь в него, и постепенно все, что вы имеете на слайде, становится для вас обыкновенным. Слайд держится на пленке важности. До тех пор, пока вы желаете, сомневаетесь и думаете о средствах, решимость иметь держится на зыбкой основе. Как только важность растворяется, решимость иметь обретает силу. Главное при этом не растерять решимость действовать, то есть намерение переставлять ноги в направлении к цели. Если прошли через все 3 стадии, значит вы на правильном пути. Ну и наконец, как не гнуться под тяжестью проблем. В любом случае нас постоянно что-то угнетает в той или иной степени. Очень трудно вот так взять и отказаться от всякой важности. На этот случай в трансерфинге имеется один интересный и очень мощный метод координации намерения.